Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. Московский государственный театр под руководством Геннадия Чихачева открыл свой 31-й сезон. В этом году театр отмечает свое 30-летие. Да, вот уже 30 лет на театральной карте Москвы блистает этот уникальный коллектив со своим собственным симфоническим оркестром. Ведь даже новогодние спектакли проходят под живой звук. Можно прыгать, скакать, догонять. Снег не в глаз попал, и слезинка вот. Мама, так мне не хочется спать. С большим удовольствием мастера сцены играют для детей, в чем мы убедились, побывав на открытии сезона на мюзикле Владимира Качесова «Три медведя». Посмотреть, что такое зима. Обхохочешься, но не видел я ни сугробов, ни льдин, ни катка. Послушайте, дети, что папа вам скажет. Запомнит на свете есть самое важное, самое важное. Потрясающее исполнение, актерская игра, костюмы, музыкальное сопровождение. Мы в восторге. Нам очень понравилось. Придем еще? Да. Когда мы увидели на сайте представление, то мы сразу с ребятами из нашей группы «Ромашки» захотели пойти. Мы уже не первый раз на представлении театра Чихачева, и поэтому мы первый раз были когда, ребят? Что мы смотрели? Старайтесь быть добры мы смотрели, нам очень понравилось, поэтому мы решили пойти еще раз на «Три медведя». Счет вести. Что вам понравилось? Давайте все будем человечны, лишь доброта сумеет мир спасти. Не можете вы сказать, когда мы попадем в новое здание вашего театра? Этот вопрос интересует всех наших зрителей, нас самих он тоже очень сильно интересует. Планируем, что к концу этого года будут завершены основные работы по капитальному ремонту и начнется оборудование технологическими системами, звук, свет, механика сцены. По таким самым
оптимистичным прогнозом это будет 27 марта, Международный день театра в следующем году, открытие новой сцены на 420 мест зал, с очень хорошим новым современным оборудованием, с 3D-экраном на сцене. У нас будет светодиодный задник, который будет передавать, в общем-то, все, что угодно, начиная от морских глубин и заканчивая космосом, с прекрасным звуком. И, наконец-то, наш оркестр получит оркестровую яму, потому что до сих пор они все время у нас находились либо на сцене, либо за сценой, либо перед первым рядом, либо еще где-нибудь. Теперь у них появится, скажем так, свой музыкальный дом. Сегодня вы в спектакле «Три медведя» вообще произвели огромное впечатление на детей. Как вы давно работаете в этом театре? В театре я работаю 4-й сезон в этом году. То есть я пришла 3 года назад, да? На прослушивание. И с тех пор я служу здесь. У вас есть любимая роль? Любимая роль, конечно, есть. Это спектакль «Пираты и призраки». Я там играю роль мамы Плуфта, мамы-призрака. У нас много очень других замечательных постановок, и я приглашаю всех детей, мам, бабушек и пап, чтобы они приходили почаще к нам в театр и получали огромное удовольствие от наших сказок. Спасибо, обязательно придем. Пожалуйста. Владимир Коновалов, Ольга Коновалова, Владимир Ромашевский. Специально для телеканала Добро ТВ. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечней, лишь доброта сумеет мир спасти.